Всем привет, дамы и господа, вы на канале Джейм Тайм, и это влог. Сегодня у меня мой постоянный спутник Флит Джоу. И мы сегодня идем смотреть на супер старое здание. Поэтому оставайтесь с нами, покажем вам Мальту. У нас все-таки один день, завтра мы едем в Амстердам. Тут мы были около 3 недель. Есть что рассказать. Это наш третий поход в город. На память прикольно будет оставить это все. Так, Жек, ну вот выбрались мы с тобой погулять по Мальте. Что вообще расскажешь, как тебе эта страна, как тебе климат? Как тебя тут встретили твои фанаты? Фанаты меня встретили так, что всех пропустили на таможне, а с меня требовали приглашения, ля-ля-ля, тополя, вот это все дерьмо. И мурыжили меня, а у меня ничего не было, мне ничего не скинули. И из-за этого пришлось чуть напрячься, открывать HL TV, показывать ивенты. И в итоге он все равно, это ему не хватило, он сказал, ладно, иди пофиг. Вот так меня встретили. В целом климат, наверное, один из лучших, где я был, потому что, тут не особо жарко, прям сильно, там не душно, но и не даже прохладно. По идее, мне сказал гид, который в отеле сидит, что в это время приезжают все скандинавы с холодной Европы и кайфуют прям тут очень хорошо, потому что для них это прям идеальная погода, они любят такую. 25 градусов, наверное, да. Ну а так летом, наверное, за 35 вот так, но не особо жарко. Тут куда-то Вот идем. мы пришли. Нам гид сказал, что вот так надо пойти. Но я надеюсь, нас не убьют. Хотя вот тут как будто просто нож к горлу, все, заходи. Заходи во двор. Ну да, 18+, все. Поэтому еще надо бежать, инста. Все, до следующего включения. Ну вот мы выбрались из чуть-чуть мусора и идем вот туда, на ту гору. Идти нам еще где-то минут 20 по ощущениям. 30-20. Мы надеемся для вас поснимать крутой контентик. Живность, я не думаю, как будто это чужая собственность. Или перейти, пофиг. Ну так, по левой части. Как будто это вообще страшная какая-то тема. Может быть, тут кто-то закопан. Сейчас, ой, тут грязь, не вариант. В изибуцах. Тут вообще а мокро. что делать туда? Обратно идти предлагаешь? Да. Короче, мы, блядь, ради вас поперлись по грязи, чтобы дойти до того места. Поэтому, блядь, если не будут лайков под этим Ёб видео, твою мать. мы очень... Ёб твою мать. Одни кроссы, сука, за 40 гривен. Все. Мы не так давно отыграли плей-офф ЕПЛ, проиграли, я же забыл кому уже, Витальти? Проиграли Виталити, да, Витальти. чемпионом этого турнира. Но играли достойно, на самом деле. Опять же, проиграли свои раунды, но ёбнутые свои проиграли, тут же можно все говорить. И должны были забирать, по крайней мере, Мираж уж точно первый, наш пик был. Проиграли экономический раунд, они взяли один калаш, побежали мидл. Обидный раунд, но, блядь... Там 2-3, все видели, я думаю. Да. Там, конечно, обидно, но... Но мне кажется, все нормально сейчас смотрят и понимают, что мы в крутой, на самом деле, форме и можем обыгрывать такие команды, как FaZe, Vitality и... Мы боремся, но нам все равно что-то пока не хватает. Да, но ты бери с учетом того, что у Apex, Зайву, там у них Magic, Дюпри уже на сцене играют 10 лет. У нас там в команде для Пети это первый год вообще турниров, ланов вообще, первый вот серия. Он до этого ничего не играл. Все равно он набирается этого опыта. Классно, что мы выходим в плей-офф, играем перед зрителями. Это колоссальный опыт, я считаю. Ну да. С этой точки зрения, конечно, все верно говорит. Но это, конечно, надо здесь и сейчас, но таких по пальцам пересчитать, кто здесь и сейчас на самом деле. Ну вообще таких, наверное, нет. Ну да. То есть надо годами что-то тренить, чтобы добиться чего-то, и чтобы еще люди совпадали. Да, я согласен с тобой. Чтобы еще люди понимали. А то Давид иногда заходит на FaZe премиум и говорит, не, с такими людьми невозможно играть, я сюда не хочу заходить вообще. Давид это, конечно, демон. Ой! Вообще. Но все Ой, блядь, какую-то... Что там? Я наступил на какую-то, живность. Под ноги надо смотреть. Бывает, вот мы были, дождь просто на 10 минут, ураган может вообще... Я могу даже вставить видос. Да, у тебя есть? Вставляй.
просто на 10 минут ураган может появиться, и потом вот такая погода через 20. Вот мы идем и все ближе. Я не знаю, нас запустят, нет, мы просто увидели какое-то здание, и мне кажется, оно прям супер центральное. Кого вообще волнует это здание, когда мы проиграли Нави и OG? Флит, что ты скажешь по этому поводу? Матч против Нави, что было там не так? Ну все так же, на самом деле, как против Vitality. Зашли на Мираж, но это их пик был, по-моему. Мы почему-то были в этой игре выше посев, и мы выиграли против них Инферно. В принципе, как обычно, что против них все выбирают. Ну, мы зашли на Мираж, мы примерно понимали, как они будут играть. Мы всегда, смотрим игры Нави на турнирах и знаем, как они играют, как они хотя бы пытаются думать. Но, блядь, нас просто унесли с сервера на Мираже, опять же, в важнейших раундах. И потом мы просто не зашли на следующую карту, все. Ну, это грубо. Я считаю по-другому. На Мираже мы в целом были равно подготовлены, если честно. Там все решилось прям очень на... Понятно, что это никому не важно, но там игра могла по-другому сценарию пройти. Но в целом, все такие матчи, как будто они, до какого-то момента прикалываются, а потом собираются и... Все это вырежет. Нет, это мы. Смотри, что. Что там? Не может быть. Смотри, какие утки. Или это кто, блядь? Это утки. А прикинь, на тебя полетят сейчас? А они могут, на самом деле. Изи. Такая вот природа. Кто живет не в городах, понимает. Я надеюсь, что нас запустят. Там оттуда видно, наверное, четкий. А матч с OG? Ой, матч с OG это вообще, мне кажется, все кринжанули с нас. Когда мы сыграли такой крутой Ancient. Конечно, за дефенс не такой крутой, но за атаку зашли и просто показывали игру, как будто мы лучшая команда в мире. Но потом зашли на Dust, как говорит аналитик Ильнар, что другие люди зашли, и он зашел с одноклассниками, со своими на сервер, типа. Ну да. Но Inferno, кстати, крутое было. В плане турнирного опыта, мне кажется. Ну, мы много для себя. Все-таки с OG мы не так часто встречаемся. Да, выводы мы какие-то сделали против них, да. Но все равно это игра такого, знаешь, чувствовалось, что это игра класса мажор турниров была, нежели это какой-то DreamHack. Потому что все равно, что они, что мы играли более сейвовую игру и хотели выигрывать. У меня уже язык сейчас на плече будет от того, сколько мы идем. А мы идем все дальше. Я еще говорю. Вот так по 2 недели не встаем с кресел, и потом нам надо идти туда. Да. А потом отдышки такие происходят, и спина уже в хлам мокрая, если честно. Ну и Falcons. Ну тут уже стрёмно было что-то. Если команда противника пропрыгивает Dust за этот КТ без ничего, то это о чем-то говорит. Да, и еще они пикают ее. И они пикают против нас. Типа говорят, давайте, мы видели, как вы с УГ сыграли, мы сыграем так же вот так. Они думают, такой майнгеймс у них. Но мы все равно на своей волне. Инферно, пик, как обычно. Нави, ладно, бум-бам, тарабам. Все равно это 3-2. Но у них 3-0, понятно, они выше стадию прошли. Ну какая разница? Может быть, мы в той стадии встретимся. Мне кажется, зрителям тут типа на самом деле был рамс за стикеры, за бабки. Ну да. С каких капсул ты выходишь. Это для игроков типа очень важно. Да. Но для зрителя ему все равно. Главное, как далеко мы зайдем на мажоре. Согласен с тобой. Но тут еще рамс не помимо бабок за стикеры, за капсулы. Тут рамс еще то, что челы, которые прошли в легенды, им не надо РМР играть. Ну не РМР, а Open РМР. Ну, да. Те спруты, которые вышли с Open квалы, они сами, прикинь, выбирали себе группу. И они могли сказать, мы хотим там в группу А или Б. Они, например, выбрали А там было 4 слота в легенды. И команды были, не сказать, что там сильнее. Ну, у нас какие матчи? Монте, Heroic, Нави, OG, Falcons. Да. У Паши ножа К23. Я скажу, первое. С кем у них? Я забыл. Falcons, Хиты, потом, биг финальная и еще кто-то, Иллюминар. Ну, короче, вот такие игры. Но у них был шанс бигов замены выиграть. Согласен с тобой. То есть такие, конечно, сценарии у всех разные. Но там группа, я имею в виду, они примерно равносильные и нету разницы особо в них. Но почему-то в той группе 4 слота решают, кто в легенды, а в нашей 3. И челы еще могут выбрать, в какую они группу. Это какой-то кринж, стрём. Да. Но самое главное, 3 победы, 2 недели, чтобы стать мужчинами. И уже на самом деле, и так далее. То, что сейчас будет мейджор, там будут азиатские команды, Северная Америка там команда. Америка, кстати, как будто поднялась. Да, согласен с тобой, но
Мне кажется, это все равно как-то слабее, чем РМР будет. По ощущениям. Наверное, отчасти да. Ну, сейчас я скажу так, то, что такие челы, как Vitality, ну, конечно, он будет такой непростой, потому что там будет Vitality, УГ, Маус. Ну там не так много крандов. Да, но на РМР как будто их в группах было больше. Вот мы и дошли туда, Окей, let's похоже. go. Идем 2 через лонг, сплитуем и 3 зига. Мне у Фэнгл нравится, знаете, как, пацаны? Короче, вон, видите, стенка кривая? Сейчас, подожди. Я тут сзади покажу. Вон там стенка кривая немножко. Ты можешь по правым плечом вот так вот встать, и чел будет выходить на широкий. Ему надо будет контролировать всю стену. На этот угол он не выйдет прямо. Ну да. Ну, Вот да. машина, как на Дасте. За ней, конечно, она шьется через стекло. Ну нормально, по идее. О, Вот тут еще. прикольно вообще. Тут что-то какое-то интересное здание. Надо почитать про него. Напишите в комментах, монтажители. Ой, не монтажители, мальтажители. Мальтийцы. Что тут такое? Это что такое, а? Куда закинуло нас, а? О, Сузуки. Тут люди живут, что ли? Мне кажется, это какое-то Питер-стрит. О, тут улочки, смотри какие. Прям я там ходил, помню, на меня ведро помоев вылили. Вот это? Да, в школу когда шел. Что ты скажешь по поводу игры команды Cloud9? Мне кажется, достаточно долго готовились. Хорошо играли на EPL, проиграли Liquid 2 раза. В плей-оффе в Они группе. последние 3 матча Ликвидом проиграли. Да. Но и на нормально. РМР они, в принципе, показывали уверенную игру, но сыграли в итоге 3-2. Нет, 4-2. А, 4-2, да. Или да, 3-2. Но я думаю, что команда... Если честно, я вот сейчас со Спиритом игру пересматриваю. Не то время, не их пик вообще. То есть на пиках они сильнее гораздо играют. Не знаю, с чем это связано. Может, они все-таки 4 недели уже в Мальте с ЕПЛ. Ну Может да. быть, это как-то связано. Но вот тут как будто мне надо превью сделать. А ну, пойдем. Тут как будто какое-то крутое место вообще. Жесть. Все, я вот так встану? Тем же видео? Да, Вот так? да. Давай. Ну все, достаточно. Все, идем дальше. Надеюсь, нарежет челик. Какие еще сенсации у нас произошли? Я могу перечислить. Астралис минус Астралис, да. конфиг. Его избил Чубрик на охраннике. Сломал ногу, там ему ужас, короче. Но это И вообще... ими его минусанули с Астралис еще. Ну как ты считаешь, это справедливое решение? Я Со думаю, стороны там глубже. Астралис? Я думаю, там все глубже. Ну вообще, как я думаю, по идее, мне кажется, со стороны Астралис это справедливое решение, потому что, во-первых, я говорю, у них много составов молодежных, они стараются поддерживать такую политику топового клуба, типа Ну да. задающим. Ну это не вариант, чтобы у тебя был человек, который будет плохой пример подавать. Да, да. Но и с другой стороны, я не думаю, что из-за таких единичных ситуаций, когда человек попадает в такую, ну, не в такие неприятности, от него избавляются. Нет, там это даже никак не связано. Ну, может быть, просто это не первая ситуация, а может быть, на эту ситуация Или какая-то вообще была это не похожа. связано, потому что по игре не подходит. У них состав будет обновляться. Все-таки результаты Девайс? неутешительные. Ну, может быть и он, я не знаю. Приехали челики с СНГ, ну, всякие Авроры, К-23, и они там сидят, тусят на первых этажах возле басика. А они говорят, что вы тут ходите, блин, Нави, Че вы Спирит, туда выигрывать приехали? Нави, Спирит, Cloud9, мы, что вы все только толпой двигаетесь, не общаетесь, с нами тут не тусуетесь. Но хотя бы мы увидели старых наших знакомых, хоть и успели с ними пообщаться только на последний день. Да, на самом деле прикольно вайб таких турниров. И круто, что на самом деле много СНГ команд прошло. Ну, когда мы прошли, они нет, да. Но если бы они нас выбили, было бы несправедливо. Опа, это что такое? Ну да. Вот такое вот место. Уютные такие столики. Мне кажется, надо пойти туда, потому что там была какая-то смотровая, мне кажется. Да, да, по-любой надо И оттуда туда. все шли, как будто они туда приходят, смотрят и уходят. А мы пошли в другую сторону. Ты уже был в Рио, это твой не первая поездка, не первая твоя поездка в Рио Да, будет. ребята, если мой монтажер супер крутой чел, он даже фоточки прикрепит тут и тут. Тут и Где? тут, тут и тут, где-нибудь тут. Так. И что ты скажешь? Я знаю то, что бразильцы очень любят тебя, очень любят мем Джейм Тайм, Да. обожают прям. Я надеюсь, что я какой-нибудь бразилец, который знает русский, заклипает это и скажет, что мы Vamos, идем в Бразил. Бразилию. Сальве, Бразил. Да. Все в этом духе. Бразил, one love, all my skins, with Brazil stacks. Yes. If you want send Brazil schemes to use on major, you can do it. Every time, 24 hours in 7 days. Don't need, guys, don't need. I'm okay. Ого.
Ого. Ну мы вышли. Смотри. Не Это вариант. статуя или нет? Раздеваю челика. Прилюдно, не будем вмешиваться. А вот это что такое? Куда мы уходим? Да. Туда выйдем, если что. О, там напитки прохладительные. О, Свежевыжатые попсикола. ну мне кажется, Опа, ничего мне себе. кажется, люди, которые... Посмотри, что там. Там вся Мальта. Там что, смотри. Я не знаю, можно так Мама делать. родная. Так это мой видеоролик, даже моя мама посмотрит, где я По бываю. любой, по любой. Что происходит вообще. Мои родственники тоже посмотрят. Не, ну это какое-то крутое место. Мы на самом деле из-за того, что от него недалеко находимся, решили сюда пойти, а это как будто Самое крутое место в городе. самое крутое, одно из самых крутых мест в городе, да. Ну, не считая всяких голубых лагун и подобных пляжей. Да, Ну, пляж да. уже как будто вот нас очертел мне, Валенсия пляж. Да. Ну, я сам с пляжа. Оно тебе надо дразнить людей в холодных городах, Так где они там... сами хотят там жить. Все, кто не хочет, на юг уже переехали. На юге большинство России уже люди с севера. Ну да, но только мы что-то ходим. По идее, можно морожениться, да? А я просто воду хочу. Спасибо, Флиджо, что у тебя есть наличка. Местное пиво, вкусное, говорят, и много кто его везет, ну, домой, как сувениры, как попробовать. Говорят, очень крутое. Вот такая вот выпечка, как в школьной столовой, да, Жека? Это пончики. У тебя была такая в школьной столовой? У меня Буфет? гораздо хуже все было в моем 2010 году. Там максимум, что было, это пицца такая, как будто наблевали, зажарили сверху, но она была супер вкусная. А у тебя тоже было такое, то, что в один период пицца стоила там 20 рублей, потом на следующий год ты после лета приходишь, она 35 такой, на Это первый... инфляция. Это Ну. инфляция на пиццу. Доставки с Италии просто прекращали. Да, А у вас тоже было, что надо на ремонт было скидываться, но ей были семьи, которые не скидывали. было такое. И такие, ну мы не будем. Да, И все. это Ну, база. Это база. Ну, потом зато этого человека, который родители не скидывался, про ним не любили учителя, понял? Ну да. Потому что учителя тоже скидывались. Да. Но там не вайк был не скидываться, там никто не помогал. Так, все, сейчас мы возьмем что-нибудь попить и включимся. Так, я, походу, тут немножко косякнул, снимал 30 FPS. Я Но не теперь знал. смотрите, какой я плавный. Да, полевой я 30 снимал. Ну, блядь, сори, если что. Я надеюсь, это никак не повлияет на ваши просмотры. Ну, главное, комментарии. Ну, конечно, люди пришли сюда за travel-блогом, но на самом деле за... Суть, это как подкаст овердрайва на максималках, Да. а на сущем. Я согласен с тобой. Мы взяли с тобой Cola Zero Cherry. Как тебе? Топ за свои деньги, если честно. Если честно, мы в каком-то приятном прям месте, да, находимся? Да, надо, кстати, сказать, что попросил с Женьком записать видос, пока моя команда там ДМ играет, пацаны тренятся. Мы вышли так на пару часиков, что-нибудь записать для вас. Еще записали там еще один ролик, поэтому я не забываю, но когда турниры, особенно такого уровня, как мейджор, все равно, типа, вот так вот с камерой ходить, ля-ля клоун, очень тяжело. Я Ну, понятно, плюс это потом какой-нибудь, блядь, в комментариях будет тебе писать. Вот, ты видео записывал вместо того, чтобы ДМ играть. Ну Вместо да, того, ну, что- по сути, так, ну, верно, конечно, но этот чел, конечно, не соображает, что происходит. Мое мнение такое же, типа, если ты записываешь видос, ну, еще никто не знает, просто, если ты обычный игрок, наверное, можно записывать. То есть, например, Декстер, он сейчас записывает видосики, но он снайпер, он за себя только отвечает. Наверное, он может позволить себе там где-то походить, записать. Но когда ты капитан, ну, ты как бы... Нет свободной минутки. А если есть, то ты ее тратишь на перезагрузку свою конкретно. Пошел там. Ну да, я говорю, можно, потому что он снимает из-за того, что ему надо больше на своей игре фокусироваться, на себе, и у него есть там лишние полчаса тех, которые ты уделяешь просмотрами игр, продумывания игры, он уделяет это на видео просто, Ну. заменяя этим. Да. Ну, если вы хотите видос с Декстером, Декстер Мания, канал Shoutout, то напишите ему, мы с ним свяжемся, мы в коннекте, и мы запишем разоблачение на какого-нибудь снайпера, чтобы это было на хайпе. Какого-нибудь возьмем снайпера, тоже крутого, и скажем, где он не прав. Или просто поговорим о жизни. Может быть, раскроем его личность с другой стороны, либо мою. Да, ну, и мне кажется, что-то из этого будет крутое. А где парки круче, в Москве либо здесь? А мне кажется, тут, потому что, ну тут, конечно, меньше зелени, прям видно, как если бы за ней не ухаживали, ее бы тут, мне кажется, прям вообще не было из-за того, что тут дождей нету. Но из-за того, что тут климат, такая теплая погода, мне кажется, тут люди прям наслаждаются. Это же бонсай дерево с Японии. О,
Наверное. На самом деле, наверное, нет, но хочу бонсай дерево. Вот это вот крутая фотка была, по идее, если бы вот тут, иди встань спереди. Под пальмой вот так прям, вообще. Как будто ты в Лос-Анджелесе. Вот так вот. Джека в Лос-Анджелесе. DreamHack Anaheim. DreamHack в Роттердам. Ну да, мы, кстати, едем на DreamHack Роттердам. Ну, Ну точнее, или он- уже приехали. Не знаю, когда видос выйдет или выйдет вообще. Потому что у меня есть несколько видосов, которые я не выпустил, хотя записал. Ну да, может быть, конечно, в видео не все выйдет, там некоторые вставки будут, но что ты скажешь по DreamHack Роттердаму, какие у нас цели на него и Да что ты хочешь вообще Я от хочу него? победить. Хоть что-нибудь. Я не хочу заходить в комментарии. Я Ну- сам понимаю, что там пишут и что хотят все от нашего состава. Что хотят от нашей организации. Только победа. Ой-ой-ой, пойдем вот туда вот. Смотри, какой крутой вид. Мне кажется, даже на айфоне это прям очень крутой вид Это будет. вау. Это Wheels.com, и мы обозреваем iPhone 14. Каждый день 2 видеоролика, но по сути ничего крутого там нет. iPhone 14? Да, А надо будет. скоро будет видео на iPhone 14 или нет? Обзор? Да, Обзор айфона будет? да. О, это круто, это Давид по-любому нужен. Он Давид специалист. же. нужен, конечно. Но мне, как мне уже надо 2 покупать. Я не вариант один покупать, пацаны, сами понимаете. Ну да, конечно, сами понимаем. Семья, семья. Вот это крутой будет контент. Как этот. А то я тебя снимаю Клипа. в пол этого. Так звук еще круто пишется. Да, можно вообще Не-не. далеко, да, уходить? Эти любители аниме оценят, когда диалоги проходят, там же на картинке рисуют, что они вот так идут и общаются. Надо убить его, чел. NPC, бля. Съемка пошла. Съемка пошла. Ставим сюда. Ну что ты скажешь? Ну это, конечно, не Рио. Ну это круто, да? Тут- Сейчас быстро. Тут смотри, край Мальты. Два края. Ну, вот тут край. Не знаю, видно Да, мою давай. руку. И вот тут мы прям видим, как она заканчивается и начинается. Ну да. Но еще выше, вот в Рио будете, пацаны, я же видосы показывал, алды помнят, DreamHack. Вот там, конечно, вид. Знаете, где мы находимся? Я сейчас приближу. Там у нас буткэмп на один день. Вот в этом здании. Это стадион мальтийский. Помните, когда играла наша сборная против Мальты? Вот они вот здесь все гостевые матчи играют. Ой, наоборот, Ну домашние. тут еще много кто буткемпы, понял? Ну раньше из футбольных клубов вроде тут Ну да, тут буткемпились. тут идеальная погода такая. Зимнее время суток, по идее, тут как раз 15 где-то вот так, Мгм. наверное. Не, это, конечно, круто. Давайте внизу посмотрим, что там такое. Это как крепость. Как говорил Петя Фейм, 19 лет, это крестоносцев остров. Их сослали сюда, и они вот здесь вот прикалывались и сделали такой город. А это вон мы с тобой там снизу в красной в черной маечке идем, где машины едут. Ну да. Идем обратно на буткемп. Все, мы так по пешочкам пойдем, через поля, тополя. Страшно вырубая. О, Там похавать? я бы поел бы, да. Пацаны же, которые ДМ играют, не особо, наверное, вкатят. Ну да, они, наверное, Ну, посидеть можно. расстроятся, да? Да, зарядку на iPhone возьму и поедем в Голубую лагуну, потом в тот клуб, кальян покурим. И все, DreamHack, там еще за пару дней, 2v1, да, пацаны, это рандом. Да, потом, DreamHack не в приоритете, да, вот так вот. Мажор же, пацаны, главное. Нет. Не-не-не, мы такой не занимаемся. Это У нас каждый чем в приоритете, каждый матч, каждый честно, раунд. да. Если честно, чтобы у нас были инвайты, мы на самом деле жопу дерем за каждый раунд. Уф, собака. Мы, по идее, стараемся прям Да ультра, всё, по идее. Все, не надо им там отсасывать. Они ставки ставят на тебя. Да, это понятно, это база. Что-то, мне кажется, это шаг, если честно. Давай посмотрим меню. Ну давай. Что вот? Ну, это мороженое какое-то. Пицца вот. салат, вот есть суп. Пицца. А до скольки они работают? Может, вечером сюда прийти? С пацанами? Ну. На 140 персон. Что спросить? Вот 6 написано. 6 p.m. Вот. Till late. Midnight. Monday. Saturday. 10 АМ, да? Да. А, till midnight. Что это значит? Не знаю, пацаны, скажите в комментариях. И мы придем, когда ответите. Да. Обожаю лошадей, обожаю запах навоза. Конского. Напоминает дом, да, конский навоз. Лучшее, что придумал человек. А это уже другая сторона Мальты, которую мы не покажем тебе.
Юный зритель. На самом деле сюда не впадло, да, людям гнать Мейлен такой. Видно, что он в него вкладывает, да, тюнинг, но тут на Мальте особо-то дорог нету. Чтоб... А он, ну да, там на пароходе каком-то. А вот это вот бизнес-класс. Ой, ой-ой-ой. Яндекс.Бизнес. А что это за ступеньки такие? 5 сантиметров. Все? Поехали домой, пацаны? На Дезматч, Мираж? Вот такие тут тротуарчики. Ты снимаешь? Да, я снимаю, как мы идем с тобой. Я заметил такую тему, может, ты не заметил? Тут за рулем женщины, большинство. Да, много. Я не знаю, как я чувствую. А тут же у них мужики кайфуют. Тут же доставка есть. Я иду и смотрю в камеру. Не смотри в камеру. Ну, а как мне это слезть? С телефонами. Это просто пизда. Там не было дороги, на самом деле. То же самое было в Либерцах. Мы просто вышли с Макдональдса, а вокруг него просто шоссе. Смотри, алоэ какое большое. Я думаю, что это алоэ. Ему около 1000 лет, мальтийское. Думаешь? Нет, я вообще не разбираюсь. Было очень много игроков на этом турнире, и как раз таки, кто понимает вайп и то, о чем мы говорим, может всегда окунуться в этот видеоролик, показать своей маме, бабушке, и они увидят, где вообще их дети были, что это такое. Потому что на ютубе, мне кажется, хотя, с другой стороны, наверное, много всяких гайдов и летсплеев по Мальте, но от киберспортсменов. Плюс мы еще с тобой достаточно вежливо общаемся, и можно даже со звуком смотреть. Ну, по идее, много кто твой канал смотрит. Кого ты знаешь, кто твой про игроков канал? Есть про команды? Да все. Simple, я знаю. Санек, да, смотрит. Да, Санек смотрит, ему нравится, он угорает с моих шуток. Да, мне еще этот говорил... Криштиан, Роналду и Месси? Нет, мы играли Праг, у тебя из-за того, что Enemy я знаю, как Анита? Да. Я не знаю, он просто фанат Пьер Вудмана. Кто знает, и писали, что смотрит Джеки на YouTube с субтитрами. У тебя субтитры есть? Ну, на некоторых да, но, пацаны, за минуту 120 рублей, это я плачу, поэтому, не знаю, на этот гайд по Мальте, мне кажется, субтитры не нужны. Хотя, с другой стороны, пишите в комментариях, если вы понимаете. If you understand English language, tell me, do you need subtitles on this content or not? Because this content is just not about game. I don't know, you watching my YouTube because it's good content for your upgrade your skills, or you like me like because I am good personality. It's very interesting. You know, I know, you feel me. Go, guys. Content from best tournaments in CSGO. ESL Pro League, RMR, Rio Major. Блин, как рот. Подходи. Что ж, ребята, вот такой вот у нас получился выпуск на двоих. С вами был Джейм Флит, подписывайтесь на его соцсети. Под закат мы уходим, но остаемся с вами. Всем пока. Согласен с тобой. Но я говорю, меня бесит.